Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы с вами уделим внимание народным приметам на 27 февраля. Поговорим о церковном празднике. В этот день, 27 февраля, уделим внимание народному календарю. Ну и также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 27 февраля. Итак, друзья, далее все более подробно в этом видео. 27 февраля православная церковь отмечает память святого Кирилла, известного также как Константин, а также его брата Мефодия. Эти святые, получившие прозвище «философ», считаются основоположниками письменности и образования среди славян. Их труды и по переводу Евангелий на древнеславянский язык оказали огромное влияние на развитие культуры и религии в Восточной Европе. Святой Кирилл родился в 827 году в Салониках вместе со своим братом Мефодием, родившимся позже, и был одаренным ученым и просветителем. После обучения в Константинополе они приняли монашеский образ жизни и посвятили себя служению Богу и людям. Их важнейшим достижением стало создание славянской письменности и перевод текстов Священного Писания на славянский язык. Это позволило просвещать и проповедовать Евангелие среди славян, а также сохранить их культурное наследие и идентичность. Деяния святых Кирилла и Мефодия имели огромное значение для культурного и духовного развития славянских народов. Их переводы Библии и других религиозных текстов на древнеславянский язык, который впоследствии стал известен как церковнославянский, сделали возможным распространение христианства среди славян и способствовали становлению православия как важной части их культуры. Святые Кирилл и Мефодий также оказали значительное влияние на развитие письменности, образования и литературы среди славян. Их труды стали отправной точкой для создания школ и монастырей, где изучался язык и религия. А в народном календаре 27 февраля этот день назвали Кириллов день, День Кирилла Указчика или Весноуказчика, а также Бабьев с Брыксы. И вы знаете, 27 февраля это тот день, который в народных традициях часто ассоциируется с особыми обрядами и поверьями, связанными с природой и сельским хозяйством. Потому что в этот день празднуют Кирилла Указчика или Кирилла Весноуказчика, а также отмечают так называемые Бабьев с Брыксы, которые были распространены в старину. В народной мудрости 27 февраля считается днем, когда начинается период активного прихода весны. Кирилл Указчик или Весноуказчик, как его также называют, символизирует время, когда земля готовится к пробуждению и началу нового роста. В древности этот день был важным временем для крестьян, которые активно занимались уходом за своими огородами, ведь правильные меры в этот период могли существенно повлиять на урожайность земли. В старину 27 февраля этот день также был известен как Бабьев с Брыксы. В этот день женщины собирались вместе, чтобы провести различные обряды, связанные с заботой о почве и предвестить приближение весны. Они могли осматривать огороды, пытаясь задержать на них снег, веря, что это сделает почву более плодородной и подготовит ее к посевам. Кроме того, женщины, у которых роды ожидались в ближайшее время, приглашали своих подруг, чтобы те поддержали их и приняли участие в специальных обрядах. Кроме того, 27 февраля – это день, когда, согласно народным традициям, осуществлялось задабривание полевых духов, известных также как полевики. Эти существа, считавшиеся хранителями полей и урожая, имели свойство сливаться с окружающей природой, что делало их трудными для замечания человеком.
Полевики, согласно поверьям, обитали в полях и заботились о росте и урожайности посевов. Они представляли собой таинственных существ, которые часто описывались как черные и неуловимые, словно промелькнувшие тени. Верили, что они обладали особыми способностями, включая быстрые движения и способность скрыться в земле. 27 февраля люди проводили обряды задабривания, чтобы просить полевых духов об их благосклонности и поддержке в обеспечении хорошего урожая. Для этого на поля приносили пироги со сладкими начинками и кусочки хлеба. Эти подношения считались жертвоприношениями полевым духам, чтобы они оказали свою защиту и помощь в сохранении и увеличении урожая. В день празднования Святого Кирилла, 27 февраля, согласно старинным обычаям, принято было звать гостей и устраивать обильный прием. Этот день считался особым временем для семейных сборов и радостного веселья, где хозяева тщательно угощали своих гостей и проводили обязательно обряды за столом. Гостеприимство День Кирилла включало в себя приготовление различных угощений и гостинцев. Гости, приходящие в дом, обязательно приносили с собой подарки, которые могли быть разнообразными, от еды и напитков до мелких подарков для детей. Это было выражением уважения и признания хозяевам дома. Хозяева дома тщательно готовились к приему гостей, накрывая столы и приготавливая различные блюда и напитки. Один из обязательных элементов приема был особый безалкогольный напиток, состоящий из меда и пряностей. Этот напиток считался символом гостеприимства и дружбы. По традиции, гости должны были выпить его первым, что символизировало начало праздника и благополучия. После этого гостям предоставлялся выбор из различных видов алкогольных напитков, включая вино, пиво или брашку. Эти напитки дополняли общее веселье и создавали атмосферу радости и праздничного настроения. Одним из важных событий этого дня, 27 февраля, было чествование повитух, женщин, которые специализировались на помощи в родах. Женщины приходили к повитухам с подарками, угощениями, веря, что благодаря щедрости матери будут рождаться счастливые, здоровые дети. Пироги, печенье, пряники, домашнее вино были обычными подарками в этот день. А вот для охотников и рыбаков 27 февраля был благоприятным временем для выхода на промысел и рыбалку. Считалось, что успех в этих делах в этот день обещает удачу и достаток в будущем. 27 февраля также считался благоприятным временем для любых покупок. Верили, что вещи, приобретенные в этот день, принесут радость и долго прослужат своему владельцу. В древние времена считалось, что погодные условия в день Кирилла, 27 февраля, могут дать подсказку о том, какой будет вся весна и сам август. Если этот день был теплым и ясным, то скоро можно было ожидать небольшого похолодания. Сильные морозы в последнюю неделю февраля предвещали жаркое лето, в то время как яркое солнце на Кирилла указывало на теплое лето, но с возможными морозами уже весной. Что же нужно было делать в этот день, 27 февраля? Каждый год, когда наступает 27 февраля, приходит время для того, чтобы отметить Дня Кирилла, известного также как Кирилл Весноуказчик. Этот день обладал особым значением в народных традициях, в которых сочетались ритуалы, обряды, напитки и внимание к сновидениям. Одним из незыблемых обычаев на Кирилла являлось приготовление горячего сбитня. Это древний славянский напиток, который варили из различных ингредиентов. Его в состав входили разные сорта меда, патока, а также разнообразные травы и пряности. Каждая хозяйка имела свой секретный рецепт, который придавал сбитню не только прекрасный аромат и вкус, но и целебные свойства. Этот напиток считался неотъемлемой частью праздничного стола, который прогревал организм и согревал душу в холодные зимние дни.
Особое внимание уделялось сновидениям, которые человек видел в ночь на Кирилла 27 февраля. Все дело в том, что сны в эту ночь считаются вещими и могут нести в себе предвестия, предупреждения или важные послания из огромного мира. Люди внимательно запоминали свои сновидения, а затем старались анализировать их, ища в них ответы на свои вопросы или, возможно, указания на будущее. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 27 февраля по народным традициям, приметам и обрядам. Дело в том, что День Кирилла Указчика 27 февраля несет с собой множество поверий и традиций, в которых люди на протяжении веков находят указания о том, что лучше избегать в этот день. Считается, что определенные действия в этот день могут иметь неблагоприятные последствия или не принести желаемых результатов. Поэтому, согласно поверьям, планирование визитов к врачу в день Кирилла Указчика может быть неблагоприятным. Считается, что врач не сможет правильно диагностировать причину заболевания и, следовательно, может принять неправильное лечение, что может усугубить состояние пациента. Поэтому многие люди предпочитают отложить визиты к врачу на более благоприятное время. Еще одно интересное поверье этого дня, 27 февраля, гласит, что покупка одежды в день Кирилла Указчика может привести к тому, что новая одежда быстро износится или станет непригодной к носке. Это связано с тем, что считается, что энергия этого дня неблагоприятна для покупки одежды. Однако приобретение мебели, недвижимости или бытовой техники в этот день, наоборот, считается удачным, так как эти вещи будут служить долгое время и принесут счастье, радость и удобство в доме. Далее, в день Кирилла Указчика магия, направленная на снятие порчи от одиночества, считается, что не принесет желаемого результата. Это связано с особенностями энергии этого дня, которая по преданию не подходит для проведения таких ритуалов. Вместо того, чтобы обращаться к магии в этот день, лучше обратиться к другим методам решения проблемы, такие как общение с близкими, саморазвитие или, возможно, обратиться к тем, кто в этом разбирается. С другой стороны, считается, что лечение с помощью заговоров и ритуалов от алкогольной зависимости в день Кирилла Указчика будет успешным. Это связано с тем, что энергия этого дня считается благоприятной для таких видов лечения, и они могут оказать более сильное воздействие на психику и подсознание человека, помогая преодолеть зависимость. Еще одним советом, который передается в народе, является в этот день избегание подстригать ногти. Считается, что это может привести к неудачам и изменениям в судьбе. Поэтому лучше отложить визит в салон красоты на другой день и не рисковать, чтобы произошли какие-то изменения в вашей судьбе. Также считается, что 27 февраля не рекомендуется посещать стоматолога и косметолога. Это связано с тем, что в этот день зубы и кожа человека тесно связаны с его аурой, и вмешательство таких людей может негативно повлиять на энергетическое состояние человека, тем самым повреждая его ауру. Кроме того, в день Кирилла Указчика запрещено употребление любых алкогольных напитков, кроме специально приготовленного сбитня. Этот напиток состоит из пива и воды, собранной в 7 святых источниках, и считается очень благоприятным и целебным. Те, кто нарушает этот запрет, может подвергнуться наказанию в виде того, что нечистая сила, и даже может доходить до сумасшествия. Далее, сегодня ни в коем случае нельзя кормить птиц хлебом, который остался после семейной трапезы, иначе может привести к тому, что кто-то из семьи уйдет навсегда. Поэтому лучше всего подсушить остатки хлеба и использовать крошки на следующий день. Этот запрет напоминает нам о важности уважения к природе и осторожности в наших действиях.
Кроме того, в этот день нельзя специально затаптывать снег у крыльца, иначе это может привести к тому, что человек, сделавший это, не вернется в этот дом. Однако на полях это действие встречается с противоположной рекомендацией. Его следует наоборот выполнять, чтобы обеспечить урожайный год. Этот аспект традиции, друзья, напоминает нам о важности уважения к природе и обращения с ней, внимания к культурным нашим моментам. Что же касательно людей, рожденных 27 февраля, то люди, которые родились в этот день, обладают определенными чертами характера, которые определяют их взгляды на жизнь и взаимодействие с окружающим миром. Поэтому люди, рожденные в этот день, обладают высокой интуицией и чувствительностью к энергиям и к настроениям окружающих. Они могут легко улавливать эмоциональные колебания и инстинктивно реагировать на них. Эта способность делает их отличными слушателями и советчиками, способными понять и поддержать других в трудные моменты. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сны этой ночи являются вещими и могут нести в себе предвестия, предупреждения или символические послания. Поэтому обратите особое внимание на сны. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 27 февраля, по народным приметам и церковному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. В комментариях напишите слово «благодарю». Это таким образом мы с вами делаем энергообмен. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие, друзья, рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.